Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик проживают в городе Измаил, это юг Одесской области и юг Украины. Прежде чем мы рассмотрим очень важную тему, агрогороскоп с 28 по 31 октября 2021 года, прошу вас, подписывайтесь на наш канал, делитесь нашими видео, комментируйте и, естественно, задавайте вопросы. Сегодня мы рассмотрим с вами агрогороскоп с 28 по 31 октября 2021 года. Это время убывающей Луны в знаке Лев. Но, как всегда, мы сначала рассмотрим период перехода Луны из знака, в данном случае знак Рак сначала идет, а потом переход в знак Лев. Это у нас получается 28 октября. До 12 часов 7 минут Луна будет находиться еще в знаке Рак, а с 12 часов 8 минут уже в знаке Лев. Но этот день такой очень интересный, что Луна без курса будет с 9 часов 4 минут и до 12 часов 7 минут, до момента перехода Луны в знак Лев. Поэтому особых работ каких-то, как мы могли работать 27-го до этого времени, сеять что-то, высаживать, здесь ни посевы, ни рассада не проводится. В саду можно провести уборку, зеленые операции в знаке Рак, это знак стихии воды, не проводится. Но, естественно, переходное время идет у нас 6 часов, поэтому не советую зелеными операциями заниматься 28 октября. На цветнике нужно уже делать уборочку. В комнатные цветы, естественно, актуальна защита от вредителей и от болезней. В знаке уже Лев поливы бесполезны. То есть с 10 часов уже поливы не будут иметь того эффекта, который они имели в знаке Рак предварительно до этого времени. Подкормки, если мы не проводим поливы, естественно, не делаем. А вот со сбором урожаев тут уже вот с 13 часов можно с утра подготовиться, собрать, это южные регионы, собираем урожай. Делаем заготовки, это только с 13 часов дня и до конца суток. А также закладываем на хранение все продукты, которые вы решили заложить на зимнее длительное хранение. Будут хорошо храниться. У нас с 13 часов уже будут работать энергии стихии огня. Это будет уже работать Лев. Квашения нет. Почему? Да потому что будет горькая и сухая капуста, яблоки и так далее, любые квашения. А сейчас мы с вами рассмотрим эти 2 дня, такие почти практически полностью. Эти 2 дня будут посвящены стихии огня, Льву. Хотя это убывающая Луна, но можно что-то делать, и мы сейчас рассмотрим, что мы можем делать. Убывающая Луна во Льве. Можно посадить лук и чеснок. Снова же, это кто не посадил, можно это сделать 29-го. 30-го мы не делаем это, потому что у нас уже Луна без курса с 10 часов. В крайнем случае можно до 9 часов 30 минут высадить лук и чеснок. Но сразу скажу, я уже испытания несколько лет проводила, здесь урожай будет чуть-чуть меньше. Вот, если в Козероге, в Тельце урожай основательный, то в этом знаке и корни меньше образуются. Но если у вас просто безвыходное положение, была плохая погода, вы можете использовать 29-го весь день. Или рано утром до 9 часов 30 минут 30 октября. Это что касается посевов. Ничего другого больше здесь не рекомендуется. Рассады никакой не высаживаем, бесполезно, корни не образуются нормальными. Естественно, рассада будет хилая, и результатов мы не дождемся. А вот в саду, вот то, что очень многие очень ждут, можно сейчас заниматься обрезкой садовых растений. Уже у нас Луна убывающая, причем глубокая убывающая Луна. Плюс очень хорошо во Льве, смотрите, нарезка черенков. Это не укоренение, их можно будет потом укоренять. А вот вы хотите прививки сделать, виноград, если уже был мороз и лоза созрела, то мороз -5, -3. Можно нарезать черенки винограда,
Для других любых растений они уже будут хорошо лежать. Их нужно будет заложить на хранение, в холодильник, кто-то в снег. Есть у каждого свой опыт. Можно вот это делать таким образом. Вот это у нас обрезка садовых растений и нарезка черенков будут актуальны и 29-30 до 20 часов вечера. И зеленые операции здесь приветствуются. Конечно же, можно зеленые операции на различных растениях. То ли это комнатные, то ли жители теплых стран. Пожалуйста, обрезайте любые зеленые части ваших растений. Идем дальше. Цветы. Обрезка. Конечно же, если у вас цветоносы уже сухие, и там нужно какие-то срезать стебли сухие, листья, обрезайте. Очень хорошо все пройдет. И в это время хорошо выкапывать уже и луковичные, и клубни на хранение, причем и закладывать, если уже выкопали, просушили, закладывайте на хранение. В знаке стихии огня очень хорошо хранится и меньше всего болеют наши будущие растения, то есть их вот эти клубни и луковицы. Для комнатных цветов тоже вот эти дела, связанные с обрезкой и защитой растений от вредителей и от болезней, тоже будут актуальными. Но во льве растения заняты абсолютно другими вещами, воду не воспринимают, поэтому поливы бесполезны, подкормки тоже бесполезны. А вот что можно делать эти 2 дня, так это собирать урожай, делать различные заготовки, консервацию, сушить, замораживать, варить различные варенья, джемы. Очень многие сейчас с ягод осенних делают. Вот это очень хорошо 2 дня вот это делать, но вот 30-го постарайтесь завершить эти работы до 19 часов, а вот консервацию прошу до 15 часов. Я уже столько раз провела эти испытания, лучше, чтобы вот эти 6 часов перехода в другой знак энергии Девы, Дева не любит консервацию, постарайтесь сделать это все до 15 часов, а сбор урожая и закладку до 19 часов. Квашение любых овощей, в том числе капусты, не проводим. Сухая и горькая капуста получается. Ну вот такой знак огня, вот такие энергии и такая материя именно в это время. Теперь приступим к тому дню, который у нас будет уже после знака Лев. Это уже Дева. Дело в том, что в Деву перейдет у нас, посмотрите, из Льва Луна перейдет в 21 час 11 минут. Вечером уже вот эти энергии будут. Кстати, вечером можно и нарезать череночки. Если кто-то занимается дома комнатными цветами, можете нарезать их и укоренять. Но наилучший эффект, конечно, будет уже 31 октября. Дева. Что в первую очередь? Я несколько раз вот записывала, когда уже готовила этот материал, пишу черенки и укоренение черенков. Дева это любит и хорошо получается. Посадка луковичных цветов, уже завершайте высаживать весенние луковичные, декоративные, еловые саженцы, только не фруктовые. И, пожалуйста, садовые растения не высаживайте. Вот Дева не любит вот эти растения, но зато любит красоту, елки должны быть или другие еловые какие-то растения. Поэтому вот этот день вы можете посвятить, смотрите, здесь вы одну работу сделаете, 30-31 у вас уже совсем другие дела. Рассада только цветочные растения можно высаживать. Любые цветочные, или комнатные, или же на улице, там, где тепло. Сад. Сад в это время тоже ждет нашего внимания. Здесь нужно будет нарезать черенки для укоренения. Именно для свежего укоренения нарезайте и сразу укореняйте. Многие хотят розы укоренить, кто-то актинидию. Вот это сейчас наступает это время. Здесь не имеет значения, какие растения. Для укоренения любые растения. Вот какой-то особый это знак, который вот только ему хорошо, когда нарезают череночки. А обрезать сад в это время не надо, нельзя. Черенок нарезали, черенков нарезали и все, больше никаких обрезок не проводите. Итак, укореняйте череночки, высаживайте декоративные еловые растения в саду
и на цветниках все это очень хорошо получится. Те же пионы, кто еще не досадил, но это южные, конечно, регионы. Кто-то посадил, получил сейчас посылку и ждут саженцы каких-то цветочных растений. Вот это время именно для цветочных растений высаживайте в саду на цветнике. И вот здесь у нас тоже цветы, черенки, укореняем череночки, естественно, высаживаем рассаду цветочных растений, высаживаем луковички. Это все вот что касается цветов в открытом грунте, там, где позволяет погода. Далее цветы комнатные. Вот здесь для цветоводов, которые занимаются размножением своих цветов, естественно, наступает горячее время в деве, нарезаются череночки и укоренение идет. Здесь уже если готовы укорененные рассадные растения, их можно пересаживать, высаживать, перевалку делать, поливы, подкормки. Все вот это очень актуально для комнатных цветов. Тоже горячее время для цветоводов наступает. Естественно, поливы, подкормки для других растений очень хорошо. Для теплых стран тоже очень хорошо и поливы, и подкормки. Тем более убывающая луна под корень очень хорошо поливать. Теперь, что касается работ заготовительных. Здесь у нас уже выходной день. Поэтому постарайтесь сделать все до 19, до 15 часов 30 октября. Здесь эти работы и сбор урожая, и заготовка, и закладка на хранение, и квашение не проводится. Конечно же, можно капусту тоже мариновать. Маринование и квашение – это разные вещи. Это я сразу отвечаю на ваши вопросы, кто меня спрашивает. Можно мариновать с помощью уксуса, очень, кстати, каждый день, и очень много различных, той же капусты, грибы, все что угодно, что у вас есть. Все овощные растения в этот период можно, в любой период можно готовить. Но вот квашение в это время нельзя. Слизкая такая получается субстанция, поэтому, пожалуйста, вот учтите эти подсказки. Ну вот мы рассмотрели с вами этот важный момент нахождения убывающей луны в знаке Лев. Идем дальше. Теперь у нас рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 28 по 31 октября 2021 года. И снова же московское время. Итак, предваряем вот этот период в знаке стихии огня, луна во льве. У нас остается вот этот день, который мы должны распределить, что мы должны делать. И в этот день все работы, уже когда луна перейдет в знак Лев, очень много дел можно будет проводить. Ну, давайте их полностью рассмотрим. Печку можно только с 13 часов. Это уже знак стихии огня. Очень хорошо горят дрова. Стрижка волос во льве, именно во льве, с 13 часов. До 13 не делайте в раке, это плохо. Покраска волос. Вот я ее не советую делать, хотя многие рекомендуют. Лев – это знак стихии огня. И я вот сколько раньше делала покраску волос, именно в эти дни у меня всегда секлись кончики волос, горели волосы, нужно было восстановление проводить, поэтому не рекомендую в это время проводить именно покраску волос. Если же вы натуральными пользуетесь какими-то продуктами для покраски, то используйте, это будет нормально. Мытье волос тоже с 13 часов очень хорошо во льве. Очистка кожи у нас продолжается, убывающая луна каждый день, выходных здесь нету. Что касается ремонта, с 13 часов, естественно, все хорошо будет получаться. До 13 никаких красок, никаких побелок. Проветривание тоже только с 13 часов. Рукоделие с 13 часов начинается этот увлекательный период, когда можно вязать, вышивать, шить, кроить, все хорошо получится, используйте вот это время. Стирать тоже очень хорошо будет с 13 часов, но уборка практически тоже можно проводить ее и с утра, и после обеда. Все хорошо получится. Потому что у нас энергии рака будут еще ощущаться 6 часов до вечера.
А теперь о здоровье. Напомню, что мы уже говорили более подробно о том, что в знаке рак, это у нас будет до обеда, и, кстати, вот этот переходный период всегда из знака в знак, вот эти сутки, день, это точно, еще ощущаешь и вот то, что было раньше, какие-то особые такие органы, которые отвечают, за которые отвечают, допустим, знак рак, и здесь вот следующий знак, вот они как-то взаимосвязаны. Так что будьте добры, будьте внимательны к своему телу, слушайте его. Итак, в раке 28-го в четверг, что у нас, на что нужно обратить внимание? Грудная клетка, она должна быть в тепле, напоминаю, сейчас очень быстро можно подхватить, и тем более в это время, различные заболевания простудные. В это время также еще будем ощущать, печень будет о себе нам подсказывать и говорить, требовать особое внимание. Желчный пузырь, желудок, пищевод, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищеварительная и нервная системы. Ну, естественно, в это время любые простуды начинают активироваться, приступы астмы. Если до этого времени как-то это все проходило в других знаках, то здесь приступы астмы обязательно наступают. Ларингиты, теряют люди голос, пневмонии – это то, что сейчас очень опасно при этом периоде сейчас, в котором мы с вами находимся. Заболевания щитовидной, вилочковый желез. И вот очень важный момент, обратите внимание, у кого ревматизм, вы будете ощущать это очень сильно. Еще весь день 28 октября. И даже можете, и это еще и во льве немного может быть продолжаться в следующие сутки. Что здесь мы должны себе усвоить? И напоминаю, легкая пища. Салаты только из отварных различных овощей, винегреты, оливье, но без мяса. Вот. И очень хорошо можно вместо майонеза масло сделать и вот такие салаты делать. Травяные чаи, овощные супы очень хорошо. Белый хлеб исключайте в это время. Ржаной хлеб очень хорошо для нашего организма. Морепродукты, рыба, морские различные продукты. Капуста очень хорошая в это время, очень хорошо для тела. Различные орехи, абсолютно разные. Ну и, естественно, экзотические фрукты, их сейчас много. Обязательно используйте их тоже. Нельзя переедать, лучше по чуть-чуть, но чаще, и исключайте молочные продукты, особенно те, которые не переносят вот молочные продукты, вот свежие, и не только свежие, не только молоко, творог тяжело, брынза. В это время просто-напросто не ешьте эти продукты, перенесите на другое время. Исключайте, кстати, и сырые овощи. Ну, естественно, холодная еда и напитки холодные тоже в это время могут привести к заболеваниям простудным. Ну, естественно, печень в это время тоже вам подскажет, что ей это не подходит. Мы с вами рассмотрели вот 28 октября, вот этот переходный день. А сейчас мы рассмотрим с вами еще 2 дня. Это уже почти что, ну вот за исключением вечера, это 2 дня очень хорошей энергии огня. Стихия огня – это лев. Естественно, печку можно топить, и будет все очень хорошо получаться. Единственное, что 30 до 19 часов это сделайте. Стихия огня поможет вам растопить, набрать силы и дать тепло. Стрижка волос очень хорошо 29 и 30. Снова же покраска волос, я уже повторюсь, здесь химические покраски не используйте. Это опасно для ваших волос, для здоровья ваших волос. Мыть волосы очень хорошо. Очистка кожи у нас продолжается. Ремонт отлично. Любые работы будут быстро просыхать, не будет вот этих разводов различных. Очень хорошо получается качественная побелка, покраска. Ну и проветривание вещей очень хорошо в это время проводить.
Вот, начинается очень хороший период, когда можно заниматься различными видами рукоделия. Делайте все, что вам нравится, не только с какими-то нитками, материалами. В это время у меня очень хорошо нравится, получается приготовление различных каких-то новых блюд. Очень интересно на кухне творить. В общем, в любой сфере, которой вам нравится творить, пожалуйста, творите, все будет получаться. Лев вам помощь. В это время со стиркой вот бывают проблемы, плохо отстирываются пятна. Есть такая проблема, ну что сделаешь, есть, и мы это знаем, мы можем или раньше постирать, или же такое белье, которое не имеет каких-то сложных пятен, можем использовать дополнительно пятновыводители и постирать белье. И уборка. Очень хорошо пройдет уборка в плане того, что если вам нужно стекла вытереть, нужны вот ваши, допустим, зеркала требуют внимания, дверь, вот это все в это время очень хорошо с этим поработать, убрать, натереть, и чтобы все блестело. Ну и лев, здоровье. 2 дня мы будем все время ощущать свое главное действующее лицо для организма. Это сердце, главный орган. Орган, который дает нам жизнь, все время стучит, требует внимания. Он поддерживает жизнь в нашем организме, и в сердце находится вот эта важная частичка, которую сюда вложил наш Творец. Так что внимание особое сердцу. В этот день уязвимы также аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, продолжается вот это очень важное внимание должно быть грудной клетки, не только в знаке рак, ребра в это время тоже уязвимы, позвоночник, вся сердечно-сосудистая система. Не охлаждайтесь, не перетруждайтесь, берегите свое сердце. И у вас может быть в это время бессонница. По крайней мере, я в это время знаю, что такой период. Можно вязать себе допоздна, что-то творить, читать, изучать. Это время творчества, поэтому можно днем потом, уже если кто не работает, отоспаться. И вот этот момент легко и спокойно перенести. Но вот такое время. Что должно быть в нашем рационе в это время? А в это время нужны обязательно в рационе продукты, в которых есть витамины D и С, а также протеины. Но сейчас очень много в цитрусовых фруктах. Их много везде, всюду. Маслины, яблоки есть, груши, хурма. У нас хурма сейчас на юге Украины, буквально как и яблоки, различные виды хурмы уже местные растут и продают. Морковь. Зелень, вот петрушка очень хорошо, анис хорошо, грецкие орехи, семена подсолнечника. Вот хочется в это время нажарить семечек и пощелкать их. Вот это из-за того, что сердцу в это время как раз надо. Оно говорит, давай мне вот это маслице, вот этот вкус подсолнечных семечек. Хорошо рыбопродукты использовать, морскую рыбу. А также печеный картофель, ой, во льве, он очень вкусно получается, рассыпчатый. Сам период льва дает вот эту возможность. И плюс организму очень хорошо именно печеный картофель. Чеснок, пожалуйста, употребляйте каждый день, но особенно его нужно использовать в дни льва. Но на ночь, пожалуйста, не употребляйте. Бессонница и так может быть, но точно чеснок не даст вам спать. Он будет гонять кровь по сосудам и требовать каких-то действий. Очень хорошо в это время использовать горох, фасоль, различные блюда из них готовить. Если есть томаты, еще кабачки. Также хорошо из мясных блюд, я вот редко называю мясные блюда, потому что сама не использую, мы в семье не используем мясо. Но вот знаю, раньше, когда мы ели, в это время нужно нежирная утка, нежирный гусь, курица, и лучше, чтобы это были отварное мясо. Ну вот не рекомендуется в это время другие мясные ингредиенты, я имею в виду говядина, свинина, не используйте во льве. Это противостояние будет энергии тех животных,
они большие, энергетика у них сильно большая, говядина, свинина. Поэтому вот птица сейчас очень хорошо во льве будет для организма. Из каш советую лучше всего пшено готовить, брать для приготовления, овсянку, гречку, рис. Травяные чаи, пожалуйста, готовьте, это можно использовать круглосуточно. Из ягод сейчас есть актинидия, киви, облепиха. У кого-то еще другие ягоды есть. Используйте ягоды. В них очень много витамина С. А он как раз нужен в знаке Лев. Ну и остается у нас день, уже завершающий, это день Девы 31-го. Закончится у нас вот месяц, 31 октября, воскресенье это будет. И здесь уже совсем другие задачи, другие дела будут решаться. Растапливать печку будет сложно, будет много дыма. А вот со стрижкой волос и покраской, вот здесь можно уже красить. И стрижка хорошо пойдет, и покраска хорошо. А вот мыть волосы, ну, после, естественно, покраски это нужно сделать. Но увлекаться вот здесь мытьем волос нельзя. Далее у нас идет очистка кожи. Это у нас длительный период бывающей луны, он постоянный. Идет вопрос дальше ремонта. И смотрите, не делаем мы никаких работ ремонтных в Деве и не проветриваем вещи. Очень много влаги в это время. Проверьте, кстати, попробуйте. Вещи становятся на улице, даже солнышко и ветер, а они влажные, заносишь их. Рукоделие, конечно же, можно делать. Также стирка, уборка. Очень хорошо в эти дни. Дева любит порядок, любит чистоту, поэтому в этот период можно вот эти работы проводить, и все хорошо получится. Ну, а теперь рассмотрим, вот это у нас уже время будет Девы, вопросы здоровья. Что здесь нужно, на что обратить внимание? В первую очередь здесь уязвимый тонкий кишечник, а также двенадцатиперстная кишка, идет поджелудочная железа, толстый кишечник. Далее у нас очень в это время слепая кишка может быть подвержена различным проблемам. Аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота, вся пищеварительная система. Вот Дева, она требует, в это время обычно начинают женщины обращать внимание на область живота и худеть. Начинаются диеты. Я не советую этим заниматься, если вы, конечно, здоровые и хотите сбросить вес. Просто сейчас нужно знать одну вещь. Там, где у нас область живота, сразу же с вот этого места, где под грудью начинаются вот эти жировые как будто бы отложения, да, они нужны. Я это вам уже такую вещь расскажу здесь. И думаю, что вы поймете меня и будете использовать эти знания, эту информацию. У нас формируется сейчас очень активно вот этот новый орган. И этот орган называется брыжейка. Вот эта часть, вот эта брыжейка как раз находится под этими жировыми отложениями. И мы сейчас получаем вот это увеличенное количество. Казалось бы, даже кто-то мало ест различных продуктов, которые как будто бы должны откладываться в жир, даже не едят, и все равно вот этот животик все равно, проследите за собой, посмотрите в зеркало, животик все равно есть. Это очень важный момент сейчас для перехода в новое состояние. Ну, для каждого человека оно свое. Вот этот животик, внутри вот эта брыжейка, это наш новый энергетический реактор, который будет помогать нам вот это новое время вырабатывать энергию для всего тела, для всех органов.
И, пожалуйста, не увлекайтесь сейчас вот этими различными диетами, которые просто-напросто истощают ваше тело и не дают ему возможность настроиться вот на эти новые энергии. Это как радиоприемник, который настроишь антенну, и ты получаешь чистую какую-то энергию, слушаешь музыку или какую-то информацию. Если вы будете делать вот эти вещи нехорошие с диетами различными, то, естественно, вы перестанете получать, это будет информация недоступная или искаженная. Лучше для перехода нам нужно иметь хорошее физическое, здоровое тело. Как быть здоровым, каждый из вас идет по своему пути, но просто я вам о брюжейке сейчас немножечко рассказала. Если вам будет интересно, я вам, естественно, расскажу больше об этом. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, а мы идем дальше. Дева отвечает вот за этот орган, кстати, брюжейку, поэтому будьте внимательны. Она не любит, чтобы ее обижали. И вот эти все органы наши. Что здесь нужно знать? Здесь нужно знать, что нужно питание раздельное маленькими порциями. Чаще, но маленькими порциями. И какой-то один продукт. Сейчас съели яблочко, позже съели еще что-то. И исключайте в это время макароны и другие углеводные продукты. Но зато орехи очень хорошо. Редька есть сейчас, как раз этот продукт у нас появился в большом количестве, черная редька, редис созрел в теплицах, зеленые овощи хорошо, молочные продукты, желательно все-таки кисломолочные продукты, бананы, капуста, морская, такая, разные капусты, морковь, свекла, фасоль, горох, овсяные пшенные каши, крольчатина из мяса, и тоже не очень жирные части, гусь и индейка. Вот эти такие продукты советуют нам наши органы, которые тоже имеют какую-то любовь к каким-то определенным продуктам, и им тоже нравится что-то, что, естественно, они передают информацию в мозг. Вот мы и поэтому и чувствуем, что хотелось бы сейчас съесть яблочко или апельсин, или же кусочек чего-то другого вкусненького. Ну вот мы сегодня подготовили это видео для вас, рассказали очень много, прошу понимания, воспринимайте информацию правильно, и пусть она будет именно на пользу всем вам. Надеюсь, что наш опыт, наши знания помогают вам. Жду ваших откликов, ваших комментариев. Ну, на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго, прекрасного вам дня, благодатной погоды и всем крепкого-крепкого здоровья.